Всем привет! Сегодня речь пойдет о вертикальной морщине между бровей. И я знаю, что это также всегда затрагивает вопросы эстетики и вопросы вашей реакции на ваше отражение в зеркале. И, как мы уже с вами знаем, часто и густо появляющиеся изменения на нашем лице под названием морщинки, заломки и разнообразные провисания, то есть птоз, да, опущение частей лица, портят нам настроение и напрямую влияют на нашу самооценку, вне зависимости от всех наших достижений в прошлом дне и в прошлой жизни. Хочу напомнить, что когда я по средам говорю здесь о вопросах красоты лица и техниках естественного омоложения, я всегда, практически всегда исхожу из понятия физиогномики. То есть мои рекомендации и мои подходы к естественному омоложению лица базируются на методе психовизуальной диагностики под названием физиогномика, потому что я практикующий физиогномист и тренер по гимнастике для лица. Зовут меня Лизавета Царькова-Голофаст. И каким образом связана тема естественного омоложения лица, тема гимнастики для лица, да, то есть что такое гимнастика для лица? Это комплекс силовых упражнений для того, чтобы укрепить мышцы лица, вернуть их в свой естественный нормальный тонус. Каким образом это все взаимосвязано, вы можете узнать у меня по видео, которое было записано в самом начале, оно находится в самом низу моей ленты. Пожалуйста, ознакомьтесь, оно очень короткое, но вы поймете, откуда растут ноги у этого подхода. И да, я в этом подходе уникальна. Может быть, во всей Европе, а может быть и во всем мире. Вот. Смотрите, давайте вернемся к вопросам морщин. Мы сегодня с вами рассмотрим вот эту морщину, которая находится между бровями, в ее глубоком проявлении, да, начинается она от верхней части носа и уходит в зону эго. Вот это зона эго. Все знают, да? Вот это вот зона эго. Наших эго-амбиций. Почему? Сейчас я вам расскажу, но перед этим давайте короткий экскурс, откуда вообще берутся морщины на нашем лице. Я имею в виду морщины ярко выраженные, то есть вот эти вот все носогубки, да, вот это морщины вокруг губ. Мы уже говорили о некоторых из них. Вот морщины вокруг глаз. Гусиные лапки, есть прекрасное видео. Есть гусиные лапки, обязательно его посмотрите, оно разъясняет многие вопросы. Да, то есть морщины, горизонтальные морщины лба и вертикальные морщины лба. Вот откуда природа их происхождения, откуда они берутся. Кто помнит мои предыдущие видео, поднимите руки. А для тех, кто, возможно, попал на мой канал и смотрит эту запись первый раз или является случайным гостем, либо недавним моим подписчиком, и за что я вам очень благодарна, за то, что вы пришли и остались, я уточню, напомню еще раз, что морщины на нашем лице появляются в результате прилагаемых сверхусилий по отношению к определенному вопросу. Прилагаемых сверхусилий. То есть, если вы по отношению к этому вопросу вкладываете все свои психоэмоциональные ресурсы, все свои физические ресурсы, все свои материальные ресурсы, и это происходит вот в таком просто хард режиме, у вас начнут формироваться морщины. И чем дольше вы будете находиться в этом хард-режиме, тем глубже и длиннее будут морщины. Да, они уходят в случае, если вы кардинально и резко меняете этот режим, отношение к этому вопросу. Но для того, чтобы этот процесс выглядел естественным и красивым, да, возвращение молодости лица обратно, это возможно, нужно, конечно же, добавить упражнения. И мы с вами добавим сегодня упражнение на зону лба, которое позволяет немного проработать вертикальную морщину. И, наконец-то,
я раскрою огромный секрет, откуда она берется. Смотрите, у этой морщины, у этой вертикальной морщины, я люблю рисовать, вы помните, да? Есть название, это морщина Меркурия. И происходит она из вашего отношения к вашему делу, как к своему призванию. Еще раз, когда вы занимаетесь каким-то делом, чем бы вы ни занимались, но когда вы чувствуете или в вас живет убеждение, что это ваше признание, это дело всей вашей жизни, и вы чувствуете по отношению к этому делу и себя в этом деле большую ответственность, и вы погружаетесь в него очень глубоко, возникает эта морщина. Один из самых популярных и самых распространенных примеров носитель такой морщины является Маяковский. Да, Маяковский. Потому что писать то, что он писал, это было его призванием, и он правда к этому так относился очень серьезно. И он был очень сильно погружен вот в этот тип своего творчества. Для примера я могу привести, хотела просто, знаете, так прояснить ситуацию. Есть у вас дело, и вы вот относитесь к нему очень погруженно, очень эмоционально, вы можете даже нервы туда свои вкладывать, да, то есть использовать ресурсы своей психики, и возникает эта морщина. Можно относиться к этому иначе. И более того, я наблюдала случаи, когда у людей, носителей вот этой глубокой вертикальной морщины, было просто убеждение, что то, чем они занимаются, является призванием их жизни. А на самом деле оно таким не являлось. Поэтому чисто в терапевтических целях те, у кого есть, только начала появляться, да, эта морщина, этот залом, либо у кого он уже существует на лице, задайте себе вопрос сами себе, а правда ли то, во что вы так сильно вкладываетесь, психоэмоционально, материально, да, энергетически, а правда ли это дело вашей жизни? Вот является ли это правдой для вас? То есть вы правда хотите так относиться к этому и дальше? А есть ли для него альтернативы? Есть ли для него альтернативы? Вот. Поэтому те, у которых этой морщины нет, вы можете ее избежать, даже если у вас правда есть призвание всей вашей жизни. И это не будет сложно. Просто относитесь к нему легко. И разграничивайте, да, внешний реальный мир и вашу погруженность в этот вопрос. Я разграничиваю. А теперь обещанное упражнение. Займемся наконец-то исправлением морщин. Упражнение очень простое, очень легкое. Вы сможете легко его выучить. Называется оно упражнение на вытяжение лба. Давайте я чуть-чуть к вам приближусь, чтобы вам было видно. Значит, мы берем пальчики. Пальчики должны не содержать ногтей, да? Длина ногтей 0 мм. Мы берем пальчики и располагаем подушечки параллельно друг другу, перпендикулярно вертикали носа. Вот так. Вот видите? Видите? Вот так вот мы располагаем пальчики, видите? И прижимаем подушечки всей площадью. Прижали. Теперь делаем вдох. И на выдохе растаскиваем пальцы, прижатые пальцы в разные стороны. 2, 3, 4, 5. Отпустили. Повторяем. Прижали. Все прижали. Делаем вдох. И на выдохе. 1, 2, 3, 4, 5. То есть у вас пальцы останавливаются где-то на середине бровей, там чуть дальше, ближе к концам. То есть вы не тащите их аж к вискам. Нет, это не массаж. В массаже это можно, а здесь это не нужно просто-напросто. И вы делаете вдох. Все упражнение вы делаете на выдохе. 1, 2, 3, 4, 5. И делаете, в зависимости от ситуации на вашем лбу,
4, 5, 6 подходов. Вы можете делать это утром, вы можете делать это утром и днем, вы можете делать это вечером. Если у вас появилось ощущение, что у вас лоб устал, сделайте это упражнение. Оно прекрасно вам разгрузит вот эту зону. Конечно, для того, чтобы проработать вертикальную морщину, нужны также другие упражнения, поэтому вы можете прийти ко мне на курс по фейсбилдингу, и я поработаю с вами индивидуально, потому что я работаю только индивидуально с людьми. Вот. Комплекс состоит из около 30 упражнений на все зоны лица. Зона шеи, подбородка, зона губ, бульдожьи щечки, центр лица, зона глаз, зона лба, скулы и общая подтяжка как итог. Все очень просто, но, естественно, требует капиталовложений в виде желания, мотивированности, денег и времени. С морщиной разобрались. Я надеюсь, что вы предохраните себя от ее появления, и ваше отражение в зеркале всегда вас будет радовать. До новых встреч на моем канале. Делитесь этим видео и приходите ко мне в подписчики. Всех обнимаю.